Всем привет! И вы на канале А Поехали, и мы отправляемся в новое путешествие. Двигаясь по трассе Р-23 Псков в сторону самого Пскова, нужно доехать до деревни Жильцы, повернуть на улицу Энергетиков и двигаться прямо еще чуть больше 4 километров. Затем будет крутой поворот налево. Проехать еще около 300 метров. Появляется подозрительно ровное прямоугольное озеро. Ничего удивительного. Озеро образовалось вследствие добычи кварцевого песка, а впоследствии сюда пришла вода и все затопило. Однако не только из-за озера мы здесь оказались. Здесь есть и объекты естественного происхождения. История формирования Лужского каньона начинается с небольшого ручья, который спускался из леса в озеро и размывал известняк. Чаще всего при слове «каньон» воображение рисует гигантские разломы земли с бурлящими внизу водами. Однако Лужский каньон в этом плане сильно отличается. Его длина всего 20 метров, а высота 6. Однако это отличное место для того, чтобы сделать несколько красивых фотографий, попить кофе и отдохнуть от дороги. По прошествии 4 месяцев все-таки мы оказались в Пскове. И начинаем мы наш сегодняшний день с еды. Посмотрели ближайшее кафе, нашли вот такую кафешку. С чего начать наше сегодняшнее путешествие? Хорошо, что есть Easy Travel. На берегах Великой реки располагается удивительный город. Город с многовековой историей не расстановился центром великих сражений и лишь однажды был взят. Вообще у наших предков «великая» означала «большая». Моей спиной часовня княгини Ольги. Имя Ольги неразрывно связано с древним Псковом. Первое упоминание датируется 6411 годом. Псков расположен на северо-западе России и является одним из самых древних городов. Это ближайший из крупных городов, который граничит с Европой. Население Пскова 210 тысяч человек. Псковская крепость – оборонительное сооружение Пскова, ядром которого является Кром-Псковский Кремль, но о нем чуть дальше. На макете Пскова 15 века, воссозданная по проекту Геннадия Макеева, мы можем увидеть город с 15 века. Реализовал данный проект художник Николай Тимофеев. Крепость возникла, как и большинство средневековых пограничных городов, с основанием города, огороженного населенного пункта. От основания города и крепости неизвестно. Есть лишь дата первого упоминания города – это 903 год. Первые каменные укрепления были возведены в середине XIII века, в начале XV века. В связи с развитием артиллерии Псковскую крепость стали усиливать башнями. Крепость являлась одной из лучших русских крепостей в XVI веке. Территорию площадью 215 гектаров ограждали 5 поясов каменных укреплений протяженностью 9 километров, усилены 40 башнями, 14 воротами, стенными, башенными и подземными переходами. Прогуливаясь по городу, можно увидеть остатки крепостной стены. Это небольшое светлое сооружение – церковь Георгия со Взвоза. Она была построена более 500 лет назад, в 1494 году. Церковь является одной из немногих сохранившихся памятников 15 века, в архитектуре которого появилось немало черт, характерных для построек следующего столетия. В XVIII веке при церкви находился казенный двор, в котором находилась изба с сенями и магазин, где хранились казенные хлеба. В начале XIX века церковь была в очень ветхом состоянии, в ней даже не проводились службы, и она была приписана к Никольской церкви Усохи. В конце того столетия ее отремонтировали и сделали самостоятельной. Судя по описанию находящейся в ней церковной утвари, она отличалась в это время богатством внутреннего убранства. Из-за близости к крепостной стене Георгиевская церковь не раз была в центре боевых действий. У нее же хранили тех, кто погиб здесь в жестоких схватках с неприятелем.
Мы пришли к Покровскому комплексу. За моей спиной Покровская башня и церкви Рождества и Покровская. 1943 год стал переломным в ходе Великой Отечественной войны. Части советских армий перешли в наступление. Фашисты еще с 1942 года предчувствовали дальнейший ход войны, организовали линию сильнейших оборонительных сооружений, так называемый Восточный вал. Проходящий от Балтийского до Черного моря, частью этого вала были «Пантеры», противотанковая линия обороны. Для прорыва «Пантеры» были сформированы войска 3-го прорывного фронта под командованием генерала Масленникова. Поступы к Пскову штурмовали войска 42-й армии под командой генерала Свиридова. На рассвете 23 июля 1944 года Псков был полностью очищен от немецко-фашистских захватчиков. На полях сражений русский воин всегда проявлял изумительную храбрость, непоколебимое мужество, железную волю, навечно вписаны ратные подвиги псковичей в память древнего города, крепостные стены которого помнят дружины князя Александра Невского и Давмонта, имена тех, кто громил врага на берегах Великой в 1944 году. Освобождение Пскова, победа в Великой Отечественной войне – эти яркие события вошли в историю героического прошлого Пскова и Псковской земли. Горит вечный огонь на могиле неизвестного солдата, мемориала Площади Победы. Именно здесь находится символ победы Александра Невского в Ледовом побоище.